И прежде чем мы начнем наше видео, я хочу порекомендовать канал под названием Саня Самогон. Приветствую вас, братья-самогонщики и сочувствующие. И с вами Саня Самогон. Автор канала Александр является основателем компании «Домашние самогоны». Компания специализируется на продаже оборудования и аксессуаров для домашнего самогоноварения. Также Александр основал торговую марку «Алкаш», которая разрабатывает современные высококачественные самогонные аппараты. На своем YouTube-канале автор делится опытом, секретами и обзорами самогонных аппаратов. Это обзор самогонного аппарата «Алкаш Делюкс». Потрогаем, пощупаем, протестируем, продегустируем, сравним с Люксталь 5. В общем, решим, стоит ли брать «Алкаш Делюкс» или нет. Ну что же, давайте вместе разбираться, что это такая за хреновина «Алкаш Делюкс». Поехали! Показывает рецепты приготовления самогона, вина и различных настоек. На канале Саня Самогон вы сможете найти ответ даже на самый сложный вопрос по теме самогоноварения. Когда Саня подходит к самогонному аппарату, начинает происходить настоящая магия. Это действительно профессионал и мастер своего дела. Поэтому, если вам интересна данная тема, если вы хотите познать все тонкости правильного самогоноварения или хотите выбрать качественный аппарат, заходите и подписывайтесь на канал Саня Самогон. Ссылки на канал и на аппараты торговой марки «Алкаш» вы найдете в описании под этим видео. Ну, хорошо, что хорошо пахнет. Подписывайтесь на канал Саня Самогон. Да пребудет с вами великая сила. Дальше будет только интереснее. Всем привет! Как всегда, рады вас видеть на нашем канале. Далеко не секрет, что карп – это довольно умная рыба, и зачастую он приспосабливается к тем или иным условиям своего обитания. Например, на коммерческих водоемах, где карпа чаще всего ловят по принципу «поймал – отпусти», он настолько становится осторожным, что выплевывает насадку еще до подсечки. И перед рыболовом стоит непростая задача его перехитрить. Поэтому сейчас я покажу замечательную оснастку, которая с этим справится, и называется она Blowback Rig, что переводится как «обратный удар». Главная особенность этой оснастки в том, что волос с насадкой фиксируется на микрокольце и свободно скользит вдоль цевья крючка. Такая комбинация обеспечивает максимально быстрый поворот крючка в агрессивное положение. То есть фактически вы заставляете жало крючка моментально развернуться к низу в тот момент, когда карп всасывает насадку. И как раз такое положение крючка является идеальным для правильной и успешной засечки этой замечательной, но хитрой рыбы. Итак, помимо вспомогательных инструментов и аксессуаров, самое главное, что нам понадобится для изготовления оснастки Blowback, это поводочный материал. Поводочный материал может быть как в оплетке, так и без нее. Диаметр и разрывная нагрузка поводочного материала зависит только от того, на какую рыбу вы рассчитываете. Также нам понадобится карповый крючок. Размер крючка также зависит от того, на какую рыбу вы рассчитываете, и, соответственно, от того, какой размер насадки вы будете использовать. Ну и самый главный элемент данной оснастки – это маленькое металлическое микроколечко, которое продается практически в любых рыболовных магазинах. Вообще я заметил, что большинство рыбаков эту оснастку вяжут в разной последовательности, но в итоге результат получается один и тот же. Поэтому сейчас я буду вязать именно так, как это нравится мне, и тем более мне кажется, что если вязать именно в таком порядке, то так проще всего соблюсти все необходимые расстояния. Значит, первым делом нам нужно отмерить и отрезать необходимую длину поводочного материала. Длина поводочного материала должна быть такой, чтобы, соответственно, вам этого отрезка хватило для комфортного вязания поводка с оснасткой Blowback. К сожалению, точной длины этого отрезка я вам сказать не могу, потому что все зависит, во-первых, от того, с каким монтажом вы будете использовать этот поводок, а также зависит от того, какие диаметры и размеры ваших насадок вы будете использовать. То есть понятно, что чем больше диаметр, например, бойла, тем длиннее должен быть волос под этот бойл. Если, например, вы ставите 2 бойла по 15 мм, то волос будет довольно длинный. Если вы ставите одно зерно кукурузы, то волос будет намного короче. Поэтому просто себе примерно прикидывайте,
сколько вам надо там материала на длину волоса, с каким монтажом вы будете использовать данный поводок, сколько вам понадобится примерно там на всякие петелечки, на узелки, которые я сейчас буду показывать, и плюс там давайте еще какой-то запас на какие-то возможные там обрезки. Вот и все. Таким вот опытным путем. Я сейчас, например, знаю, что этот монтаж, точнее этот поводок, я буду использовать с монтажом на флет-кормушке, а как известно, на флет-кормушке поводки используются совсем не длинные. Где-то 5, ну максимум 10 сантиметров, но это просто потолок. Обычно где-то 5-6 сантиметров. Также я четко знаю, что с этим поводком я буду использовать вот такие бойлы диаметром 15 миллиметров. Поэтому для всего вот этого, что я сейчас сказал, я уже знаю, что мне примерно понадобится 30 сантиметров поводочного материала. Я уже заранее, как видите, отрезал 30 сантиметров материала и теперь показываю, как это все вяжется. Значит так, смотрим внимательно, особенно новички, потому что здесь все очень микроскопическое, но я буду стараться показать все четко и понятно, чтобы все было хорошо видно. Берем наш крючок в одну руку, в другую руку берем отрезок нашего поводочного материала. И любой конец этого отрезка нужно вставить в ушко крючка со стороны жала. Вот так. Это очень важно. И то, что у нас вылазит с ушка, это у нас будет волос, на котором будут фиксироваться насадки. Здесь важный момент. Сейчас нам нужно будет вот здесь сделать обмотку и это все дело зафиксировать. Поэтому перед тем, как мы будем это дело фиксировать, нам необходимо здесь выставить правильную длину этой, скажем так, заготовки под будущий волос. Точной длины сказать не могу, но здесь можно легко высчитать. У нас будет бойл в качестве насадки. Диаметр бойла 15 мм, это 1,5 см. Также здесь на конце нужно будет связать маленькую петелечку под стопорок. Для того, чтобы хотя бы более-менее комфортно связать эту петелечку и сильно не мучиться, нам нужно где-то сантиметра 4. Поэтому 1,5 см диаметр бойла плюс 4 см на петелечку, это 5,5 см. То есть делаем так, чтобы у нас от изгиба крючка вот до конца этого материала было 5,5 см. Тут у меня есть линейка, я сейчас померяю и зафиксирую. Вот. Здесь сейчас 5,5 см. Когда мы эту длину заготовки под волос установили, здесь вот этой вот стороной шнура делаем 5-6 витков вокруг цевья крючка. Витки делаем плотные, и чтобы они ложились друг возле друга. Вот, когда сделали 5-6 оборотов, вот этот вот конец нужно вставить в ушко крючка, только уже в сторону жала. Тогда мы вставляли со стороны жала, теперь вставляем в сторону жала. Так, есть, получилось. Хорошо, все подтягиваем. И вот что у нас получилось. Здесь у нас будет петелька, с помощью которой этот поводок будет крепиться к монтажу. Но ее мы сделаем потом. А здесь у нас будет, как я уже говорил, волос. Перед тем, как сделать волос уже окончательно, нам необходимо взять колечко металлическое, которое я вначале показывал, и одеть его на крючок. Здесь также очень важный момент, но я не буду объяснять почему. Я просто скажу, как надо, как должно быть и как будет лучше. Значит, если мы будем использовать тонущие насадки, мы делаем так, чтобы колечко у нас в итоге зафиксировалось напротив бородки жала. В данном случае это где-то вот здесь, вот видите, напротив бородки. Если мы будем использовать плавающие насадки, то эта оснастка будет лучше работать с плавающими насадками, если колечко зафиксируется где-то по центру цевья, то есть вот так мы его подвигаем немножко ближе к ушку.
и оно примерно располагается напротив жала. То есть если насадка тонущая, делаем колечко напротив бородки, если насадка плавающая, подвигаем ближе к колечку, к ушку крючка и фиксируем кольцо напротив жала. Где-то в данном случае это вот здесь. Давайте представим, что это тонущий бойл, поэтому смещаем к бородке это колечко. И теперь у нас две задачи. Нам нужно, ну точнее у вас тут одна задача, у меня две задачи. Первая задача наша общая, здесь это все дело зафиксировать правильно, а у меня вторая задача это сделать таким образом, чтобы вам было все видно. Вот так вот. В общем, выставили мы это колечко. Теперь берем этот конец, вставляем в колечко. Вот так. Теперь этот же конец вставляем вот сюда. Фиксируем обычным одинарным узлом. Вот. Сформировался одинарный узелок. Затягиваем. И вот смотрите, в принципе, хоть здесь мне это делать было неудобно, но все равно смотрите, вот бородка, вот колечко. Колечко напротив бородки. То, что надо, получилось. Отлично. Так, ну, скажем так, основной элемент этой оснастки мы зафиксировали. Теперь нам необходимо сделать здесь петелечку под под стопорок. Для этого мы берем вот такую линеечку и меряем. Значит, у нас бойл диаметром 15 мм, но здесь на линейке 15 нет, есть ближайшие это 14 и 16. Берем по большему, берем по 16. Прикладываем сюда крючок и вот так вот делаем тут загиб. Есть отдельное видео, где я показывал, как пользоваться этой линейкой. Вот у нас, там где у нас получился загиб, тут у нас будет как бы вершина этой петелечки. Вот так. Да, места очень мало получается. Вы, наверное, подумаете, что петлю сделать не получится. А нет, получится. Есть отдельное видео, сейчас не буду на этом останавливаться, как с помощью иглы для бойлов можно сделать микроскопическую петелечку. Сейчас я этим лайфхаком воспользуюсь, но в подробности вдаваться не буду. Есть. Теперь обрезаем лишний конец. И давайте сейчас сразу уже закончим сам поводок и потом сюда оденем бойл. Смотрите, в принципе мы основное сделали. Еще есть такой совет. Ну, карпятники по-любому это знают, это не новость. Но опять же, в основном это все у нас для новичков, поэтому рассказываю. Для того, чтобы еще больше ускорить переворот крючка, и чтобы он гораздо быстрее перевернулся в агрессивное положение, то есть с такой оснасткой он и так будет молниеносно переворачиваться, но чтобы это еще ускорить, я рекомендую искусственно удлинить цевьё крючка. Это можно сделать с помощью так называемых лентяек, вот таких. Ну, они бывают еще немножко другой формы, это у меня самая маленькая. Или это можно сделать с помощью кусочка термоусадки. Значит, берем лентяйку и еще до того, как мы здесь сделаем петлю, одеваем ее и вставляем в середину этой трубочки наш поводочный материал. Вот так. Ну и натягиваем ее на вот эту вот обмотку, на этот узелок. И очень важно сделать так, чтобы изгиб, вот этот изгиб нашей лентяйки,
чтобы он смотрел в сторону жала. Это очень важно. Вот так. Теперь мы здесь делаем петельку. Я уже говорил, что буду использовать этот поводок с флэт-кормушками, поэтому делаем его коротеньким. Вот так. И теперь одеваем сюда нашу насадку. Петелечка получилась очень маленькая, такая аккуратная, поэтому ее надо чем-то раскрыть было. И вставим сюда стопорок. Ну и опускаем бойл до стопорка. В итоге вот такой вот у нас монтаж получился. Ну, точнее, оснастка. Вот как я и говорил, у нас волос как бы фиксируется на крючке, он фиксируется, но при этом он ездит по цевью. Таким образом, ничего не мешает перевороту крючка, он очень быстро становится в агрессивное положение и таким образом ловит даже самых осторожных карпов. Кто еще не умел делать этот монтаж, пожалуйста, берите себе на заметку. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.